Добрый вечер всем, и я снова приветствую вас в нашем клубе медоедов. И снова в эфире я, Михаил Сычев, историк из Беларуси, и со мной в эфире Денис, филолог из Украины, основатель проекта «Логос». И, возможно, постоянные зрители помнят, что у нас с Денисом несколько разные взгляды на происходящую действительность и на исторические реалии тоже. И не потому, что кто-то прав, а кто-то не прав, а потому, что у нас разные методологические подходы. Поэтому вполне возможно будет не безинтересно обсудить еще один такой важный вопрос, как восхождение Европы. Потому что, честно говоря, то, что мы проходим в истории, то, что мы читаем в художественных книгах, это во многом такой европоцентричный взгляд на действительность. Средневековье – это время рыцарей, да, это время, когда закладывается будущее процветание Европы. На самом деле это время, когда Европа для мира, извините, страшное захолустье. И единственное, что там умеют делать хорошо, это резать друг другу головы. В общем, как и самураи в Японии, поэтому появляются некоторые такие интересные черты. Поэтому в XVI веке, когда Европа начинает выходить за свои пределы, то вот военные новшества европейские воспринимаются очень легко. Все понимают, что это специалисты, да, вот по убийству себе подобных, это вот все замечательно. Поэтому янычары перенимают европейские традиции, поэтому европейские наемники даже в охране сахельских правителей, это Африка чуть-чуть южнее Сахары, то есть все нормально. А вот культурные достижения от Европы никто не ждет, это другие страны. Однако в XIX веке Европа уже лидер всего мира, без преувеличения, потому что практически все страны мира или европейские колонии к середине 19 века уже, к середине, так говорился. Вот не сделал себе конспекта, там еще будет драка за Африку. Но к концу 19 века так точно. Либо все они европейские колонии, либо это страны, которые были раньше европейскими колониями. Вот как оно получилось? Как из этой глухой периферии, скажем прямо, Европа стала таким центром мира, каким даже сейчас не является ни она, ни США. 19 век – это самый вот расцвет гегемонии. Большую роль, конечно, сыграла промышленная революция, но она же тоже не вылупилась из яйца посреди чистого поля. Она тоже как-то так вот появилась. Как она появилась? Почему? Почему именно Европа? И почему вообще это произошло? Вот об этом сегодня и поговорим. Итак. Начать я предлагаю со Средневековья. Это глухая периферия, но там все-таки закладываются зерна будущего, такого вот будущего скачка. Значит, во-первых, как мне кажется, Денис, возможно, вы со мной не согласитесь, но первые тезисы, то, что большую роль сыграла феодальная раздробленность, которая научила европейцев предприимчивости. То есть в Средневековье были такие примеры, не американской мечты, но примерно вот из грязи в князи. Действительно, та же каталонская кампания. Крестьяне, ставшие в итоге знатью, а кто-то из них и герцогом афинским. И многие другие подобные истории. Предприимчивость, во-первых. Во-вторых, это долгое отсутствие угрозы со стороны кочевников. То есть какая свобода в каком-нибудь Китае? Там вот-вот нагрянет очередная орда и сделает всем нехорошо. Какое тут при чем тут? Какие тут права человека, какое тут свобода предпринимательства. А третье, это то, что Европа была мир экономикой, то есть она уже тогда ориентировалась на прибыль, да, на максимальное, скажем, максимальное получение прибыли. В отличие от мира империи, например, Китая, она не стремилась замкнуться в себе экономически. Она всегда стремилась что-то вот ввести, разбогатеть на том, чтобы привести. Другое дело, что средства, чтобы это привести, были ограничены. Вот такие три тезиса начала. Что вы скажете по этому поводу, Денис? А потом, я думаю, еще по Англии скажем чуть-чуть.
отдельно. Да, в целом тезис о раздробленности, хотя мне не очень нравится этот термин, феодальная раздробленность, в общем-то, из-за его корней, за определенную оптику, что вот в Хорошо, норме, да, предложите государство другой. должно быть единое, централизованное. Не, я пока что воздержусь от введения новых терминов, просто лишь обозначу, что, когда мы говорим феодальная раздробленность, это у нас определенная оптика складывается. Но действительно, да, скажем так, в эпоху зрелого средневековья в Европе насчитывается около 1000 государственных образований, скажем так, да, политий, если использовать более корректный термин. И, конечно же, это не могло не способствовать экономической, политической, религиозной, какой угодно конкуренции, да, и поскольку плюс еще заключался в том, что если вы живете на раздробленной территории, это значит, что невозможно наложить такой запрет, да, который был бы одновременно актуален для остальных территорий. Да? То есть, условно говоря, в поделенной Германии были герцоги, графы, которые запрещали, например, печатный станок, да, запрещали печатание книг, но никакого труда не составляло, то есть те люди, которые хотели заниматься и в дальнейшем этим делом, они просто переходили на другую землю. То есть это еще и было недалеко, учитывая опять-таки высокую степень раздробленности. Поэтому, конечно же, конкуренция Европа в эпоху Средневековья, зрелого Средневековья характеризуется за счет этого высокой конкуренции политической, да, то есть конкурируют цеха между собой, конкурирует церковь и государство за рычаги влияния над обществом, конкурируют графы и король, что еще, города и внутри городов, да, например, в Лондоне у нас есть мэр, у нас есть парламент и так далее. То есть это целая такая сложная система сдержек и противовесов, городская культура, конечно же, как средоточие вообще, да, впервые, там место, где впервые зарождаются, скажем так, то, что мы можем назвать гражданскими правами, политическими правами, да, впервые это появляется именно в городской уникальной культуре Средневековья. Но в то же время я хотел бы сказать, что у нас есть, скажем так, такой же пример, правда, я не совсем уловил, какой акцент, да, вы делаете на вот эту вот предприимчивость, обусловлена ли она только за счет раздробленности и, скажем так, тем, что кочевники долгое время не нападали на эту территорию. Потому что, например, у нас есть Япония, да, крайне раздробленная территория, тоже со своим феодализмом, с феодальной раздробленностью, на которую никогда никто не нападал. Монголы один раз пробовали, но не доплыли, да, из-за шторма. То есть на эту страну никто никогда не нападал, тем не менее она не пришла к промышленной революции. Либо же еще мы можем выделить южно-индийские государства. Да, там тоже постоянно раджи между собой конкурировали, но в основном это выливалось просто в кровопролитные войны, а, к сожалению, не в предприимчивость. Хотя на территории Азии, конечно, тоже так, мы не будем упрощать, даже там было несколько всего гигантов, империй, на самом деле порядка 20 государств, пожалуй, к 16-17 веку у нас образуется. То есть там тоже существует внутренняя конкуренция. И третий тезис у вас был насчет, то есть так бы отреагировал, что это, да, это, скажем так, значимый фактор, но, конечно же, не решающий, поскольку в других обществах, в которых присутствовали такие же факторы, это их не привело ни к промышленной революции, ни к такому скачку благосостояния, которое переживала Европа. Насчет тезиса, который вы озвучили, третий, я не совсем уловил, то есть вы хотели сказать, что европейцы все время стремились к открытости, да, то есть открывать экспансивный такой инстинкт у них был, в отличие от китайцев. То есть, строго говоря, по теории мир экономики, да, это, вот она, собственно, была мир экономикой. Вот это то, что отличало Европу и от Японии, и от Южной Индии, и от других подобных регионов. То есть плюс к тому, что там была раздробленность, плюс к тому, что там была предприимчивость, вызванная этим, плюс к этому главная прибыль, главный способ разбогатеть в Европе был связан с торговлей, с тем, чтобы чего-то откуда-то привезти и здесь вот продать. И это гораздо более широкое явление, чем условно Синдбад-мореход. Купцы-то они были много где, но здесь целые, даже не города, да, а целые системы городов, такие как Ганзейский союз, североитальянские города, ломбардская вот эта лига, условно бывшая, которая быстро развалилась, и где города не имели какого-то политического единства, но все равно это вот целый регион, все они были ориентированы на то, чтобы чего-то привезти и чего-то вот дальше продать следующему звену. То есть, учитывая, что Европа особо ничего предложить взамен не могла, она что-то
покупала только за счет того, что золото могла Да, но это мы уже добывать. говорим с конца 15-16 века, потому что до этого Европа была закрыта. После нашествия Не-не-не. арабов в 15-м они оказались оторваны от Нет, вообще 14-15 евразийской торговли. 14-15 век. Почему же? Это расцвет торговли пряностями. И из-за этого даже дефляция началась в Европе, потому что настолько активно покупали эти самые пряности, что не успевали восполнять запас серебра, не успевали добывать золото. Поэтому деньги началась дефляция, как я сказал, и это говорит об активности торговли. Ни в Индии, ни в Японии, насколько я знаю, такой активности не было. Япония, конечно, к самоизоляции перешла гораздо позже, но как бы к самоизоляции она перешла гораздо проще, потому что изначально она так активно на внешних рынках не торговала. Но, тем не менее, думаю, вы согласитесь, что арабы и индийцы, и китайцы были намного более продвинуты в искусстве торговли. В общем-то, они этим занимались веками. А европейцы не довольно-таки поздно подключились к этой системе и долго занимали очень такое периферийное отношение в этой торговле, даже уже после открытия колоний американских. Арабы-китайцы, соглашусь, хотя вопрос, какие арабы. То есть я не знаю, возможно, вы мне подскажете, я не знаю примеры каких-то образований таких вот, ну, государственных, политий, действительно, которые были бы раздроблены, да, когда это город-государство, которое ведет настолько активную торговлю, как, скажем, Венеция или какой-нибудь Любек. То есть обычно наоборот, и если идет раздробленность, то торговля затухает. Торговля начинается, когда появляются более-менее такие крупные образования, вроде фатимидского халифата хотя бы. Я уж не говорю Мгм. о чем-то более крупном. Мамлюкский тот же султанат, который объединил Египет, там часть Аравийского полуострова и Палестину современную. Вот там, да, вот там активная торговля пошла. Но торговля связана с централизацией, с централизованным государством. А соединение мир экономики вот с такой вот раздробленностью – это достаточно уникальная черта Европы. Поэтому про Индию хотел вам задать вопрос, какую Индию вы имеете в виду? Имеете ли вы в виду тех раджей юга, которые были вот так вот сильно раздроблены? Раджи Юга и в дальнейшем в империи моголов, безусловно, торговля занимала важнейшую роль. Вот Там вообще, империя. в общем-то, были закреплены арабы. Мгм. Ну вот империя, извините, опять же. То есть торговля Да. усиливается, когда начинается империя. То есть и торговля больше внутренняя. То есть централизация ведет к экономической активности. В Европе, наоборот, раздробленность порождает экономическую активность. И в 15 веке, при том, что централизованных государств в Европе уже довольно-таки много, тем не менее наибольшая экономическая активность у тех субъектов международных отношений, которые как раз-таки им не подчиняются. Это Ганза, это североитальянские города. Мгм. Тогда нам нужно с вами объяснить, почему в случае Правильно? Европы раздробленность привела именно к активизации экономической активности. Активизация активности, я сказал, конечно, но то есть сам тезис, да, что вы говорите, что в основном торговля улучшается при определенном гегемонии политическом, да, здесь у нас получается обратная ситуация. Почему тогда она случилась именно в Европе? Напрашивается вопрос. Мгм. Именно такая конфигурация. Почему она случилась именно в Европе, я сказать не могу. Почему? Потому что я плохо знаю ситуацию Индии и Японии, не настолько, чтобы можно было об этом говорить. Я посмотрел вот такие выводы, которые я здесь говорю, о том, что об уникальности Европы. Чтобы понять, почему сложилась именно эта черта, нужно знать реалии других стран, реалии Индии, реалии Японии. Значит, в Европе это, на мой взгляд, делать по следующему пути. То есть в условиях раздробленности возникал корпоративный дух. Да, если государство не защищает людей, их защищает своя корпорация. И того же венецианского купца, либо у него есть торговые фактории, которые держит та же самая Венеция по всему Средиземноморью, либо его защищает сам авторитет венецианского государства. С ганзейскими купцами, в общем-то, то же самое. Да даже если это купец с берегов Луары, из какого-нибудь Орлеана, то ему помогают другие купцы просто из корпораций.
могут обманывать в торговле, но если, ну, условно говоря, его ограбят, то есть такая вот купеческая солидарность. И отсюда возникает сила сословий. Так же, как во время феодальной раздробленности возникла сила церкви, ну, там, конечно, на основе власти Папы Римского, так и постепенно возникает сила вот этой вот торговли. Ну, кроме того, опять же, силу капитала никто не отменял. Когда рыцари и даже короли занимают у торговцев деньги, а у торговцев эти деньги есть за счет торговли пряностями, то так или иначе возникает сила вот этих торговцев. Или у вас есть другая версия? Я лишь хочу обозначить, что если мы, то есть вы подводите, я так понимаю, к тому, что Европа преуспела в том числе потому, что раздробленность, да, привела к ее беспрецедентной какой-то торговой активности, которую мы не могли наблюдать у гегемонов, например, на Востоке. Ну, Именно смотрите, если... сочетание. Угу. Мгм. Именно Да-да-да. сочетание торговой активности, того, что это мир, экономика, и вот этой Так. предприимчивости, порожденной феодальной раздробленностью. Я бы не сказал, что какой-то из этих факторов нужно выделять. То есть именно их сочетание. Мгм. И даже всех трех. Мгм. Угу. Да. Тогда нам бы стоило ожидать, если сумма этих факторов сложилась, да, Европа интенсифицировала свою торговлю, то мы должны были бы ожидать, соответственно, ее рывка вот этого резкого уже в 15-16 веке. Да? Но мы этого не наблюдаем. Европа, по большому счету, отделяется, да, вырывается вперед от Азии только в конце 18-го, даже в 19 веке. Соответственно, до этого уровень жизни и там примерно одинаков. Либо же Азия опережает Европу все это время. То есть даже эта Не, ну Азия активность... опережает Европу, естественно. Естественно. Я прошу прощения, что прерываю. Как бы Васко да Гама, когда приплыл в Индию, к каким выводам он пришел? Что как-то так никто не покупает европейских товаров, потому что это, ну, так скажем, это некачественно. Почему они Да, да. захватили Малукские острова, да, острова пряностей? Потому что торговать по-честному не получалось. Нужна была подконтрольная территория, на которой выращивали те самые пряности, просто вне экономической эксплуатации, и привозили это все в Европу. То есть на какой равный уровень, о чем вы? Да, вот закончите, пожалуйста, что Вот-вот. вы хотели говорить. Да, и, соответственно, мы не можем выделить это как, скажем так, настолько значимый фактор, поскольку даже на пике торговли Европа для Азии была периферийной, они там около, по-моему, 10% у них торговли были. В основном это все были налаженные маршруты индийцев, китайцев, восточно-азиатский регион, юго-восточный, точнее, регион и арабы. То есть, по большому счету, да, европейцы смогли пробить эту стену, пробиться силой к скажем так, вклиниться в евразийскую торговлю, начать покупать у них долгожданные товары и пряности, но по большому счету на уровень жизни, да, это не обусловило тот скачок, который мы и называем европейским чудом, да, или восхождением Запада. Хорошо, вначале ваша версия, что стало главным скачком, стало главной причиной. Потом я еще дополню. Смотрите, мне кажется, что здесь важно выделить, скажем так, условия, да, необходимые. Нам нужно, в принципе, разделять при разговоре об этом, разделять необходимые условия и причины, поскольку это разного порядка явления. То есть условия, они могут быть у вас могут быть необходимые условия, но этого недостаточно, например, да, для того или иного скачка. То есть условия могут складываться у многих общин, но не все из этих общин могут добиться успехов. Соответственно, должны быть, кроме предусловий, скажем так, какие-то еще причины. И, конечно же, причиной, думаю, вы там согласитесь, мы можем считать промышленные революции. Это точка отсчета, в принципе, беспрецедентного роста благосостояния по всей Европе. Сначала в Британии, потом это распространялось на Европу и, в конце концов, на весь мир со временем. И это беспрецедентный момент, промышленная революция, хотя, кстати говоря, можно ли ее называть революцией, поскольку ее результаты начали проявляться только через десятилетия, уже после, скажем так, всех тех изобретений, которые на слуху в связи с этим явлением. То есть, если это была революция, то она была довольно-таки ползучей. Но что хочу сказать, почему это уникальное явление, без преувеличения в истории? Потому что она переломила ход тысячелетней истории в том плане, что до этого все общества, причем все без исключения, не только европейское, развивались циклами. Да, то есть та самая мальтузианская ловушка,
То есть инновации происходили и до этого, естественно, во многих обществах, и китайцы давали 100 очков вперед по изобретениям, да, и по инновациям вообще, что в сельском хозяйстве, что в промышленности у них был свой, так сказать, мини-промышленный переворот в XI веке с доменными печами совсем. Вот. Но тем не менее, как-то это не закреплялось. И люди продолжали жить в этой мальтузианской ловушке, когда с ростом населения, да, начинается нехватка еды, повышение конкуренции, ухудшение условий жизни и так по кругу. И промышленная революция была уникальным явлением именно потому, что наконец смогла сломить этот тренд. Да, в какой-то веке у нас начался рост в десятки и сотни раз населения, и при этом никто не страдал уже в таких масштабах от голода, да, это не сказывалось на уровне жизни населения. То есть оно умудрялось не падать, при том, что население растет. Я прошу прощения. Вы, по-моему, очень быстро это сказали. Вряд ли все наши зрители знают, поэтому, если можно, проговорите еще раз подробнее, что такое мальтузианская ловушка, что такое циклы, которые проходило общество. Да, мальтузианская ловушка, ну, введенный термин экономистом Мальтусом, значит, в чем состоит ее суть? У нас, например, предположим, что у нас повышается производительность сельского хозяйства. Да? Соответственно, у нас становится больше еды, цены понижаются, соответственно, потому что увеличивается предложение, и люди начинают рожать больше детей, потому что пища становится более доступной, да, и в денежном эквиваленте и вообще. Они рожают больше детей приводит к тому, что повышается конкуренция на рынке труда и в целом, скажем так, малоземелье, да, начинаются проблемы с нехваткой земли, это приводит к внутренним социальным трениям, скажем так, и из-за повышения конкуренции, соответственно, понижается заработная плата, и уровень жизни людей падает, они уже не могут себе позволить выращивать столько детей, и они начинают рожать меньше детей. И вот так до следующего цикла. Часто, конечно же, на эти циклы еще накладывается, например, неурожай, да, засуха, наводнение, если мы говорим про Китай, либо же какие-то болезни, да, условно говоря, чума. То есть, и вот часто вот эти тенденции, эти явления, они накладываются. Как раз если они приходятся на самый вот этот низ этого круга, когда все становится плохо и уровень жизни понижается, и если это друг на друга накладывается, то вот мы видим снижение населения, либо революции. Ну, это, условно говоря, происходит там каждые 3-4 века. Мы можем такое наблюдать, когда происходят серьезные эпидемии, голод, неурожай или изменение климата в худшую сторону, похолодание, когда становится труднее выращивать еду. И вот такими циклами все человечество и жило вплоть до 19 века, вплоть до промышленной революции. Там, прошу прощения, чаще всего все-таки войны, даже революции, то есть становится плохо жить, люди думают, что в этом есть конкретные виновные из людей, берут условно дреколье и уменьшают народонаселение путем убийства друг друга. Я уточню зрителям, что Мальтус это тот самый, который сформулировал теорию перенаселения Земли. То есть он считал, что раз вот эти циклы нарушены, то сейчас людей будет становиться все больше, 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 пока мы не потребим все ресурсы. Да. Вот эта вот концепция, которая до сих пор иногда всплывает и которая была полностью опровергнута вторым демографическим переходом. Но я прошу прощения, что прервал. Да, Денис, закончите свою мысль. Вот. И, соответственно, тут, я думаю, вы согласитесь, да, что промышленная революция была подобным уникальным явлением, от которого мы можем начинать отсчет, собственно, восхождения Запада, потому что вырывается он по уровню жизни от Востока как раз-таки после промышленной революции. До этого мы никаких значительных изменений между этими двумя системами, условно, наблюдать не можем. Ну, я не соглашусь. Здесь вас дополняет комментарий. Where is my cat пишет, был золотой век в Европе, научный скачок, такого не было в других регионах. То есть я соглашусь с тем, что промышленная революция – это уникальное явление. Я соглашусь с тем, что гегемония Европы была заложена вот этой самой промышленной революцией. Но, понятное дело, именно поэтому появились паровые суда, еще и с остальными корпусами, патронные ружья в итоге, не сразу, но в итоге и так далее и тому подобное, безусловно. Но мне кажется, что уникальность Европы началась не с этого. Те же самые мальтузианские теории. Лучше всего вот эти вот мальтузианские циклы прослеживаются в Китае. Вот там смена династий, так называемых, хотя на самом деле это империи. Там империя Тан, империя Мин, империя Юан. Я не в хронологическом порядке их называю. Не надо в меня кидаться тяжелыми предметами. Но вот там, да, там
Кроме того, что возникают какие-то субъективные факторы, вполне объективно в начале династии после очередных войн мало крестьян, у них много земли, еще и династия новая, немного бюрократического аппарата, она не стремится к роскоши. К концу существования империи императоры уже стремятся к роскоши, чего стоит один запретный город в Пекине. Людей уже много, поэтому они требуют большого количества бюрократии для управления. Эту бюрократию надо кормить. Плюс к тому людей много, соответственно, им уже не хватает земли, им сложно платить вот эти вот тяжелые налоги. В итоге происходят народные возмущения, и либо они сменяют династию, как пришла к власти династия Мин, например, или на эти народные возмущения накладываются иноземные нашествия. Ну, вот это как пришла к власти династия Цинь, последняя императорская династия Китая. То есть вот в Китае это все классически так получается. В Европе уже эти циклы, да, не очень работают, потому что, а какие революции вы Почему? связываете с этими циклами? А какие события Революции вы связываете? 1640-х годов. У нас есть, скажем так, когда по всей Евразии мы видим каскад революций конца 16-го, начала 17 века и потом конца 18-го, начала 19-го. Вот они как раз-таки, напомню, что, в общем-то, у нас 1848 год – это год неурожая картофеля, да, когда чуть ли не там какая-то страшная доля населения в Ирландии от этого померла, и не только. То есть до сих пор мы еще видим в середине 19 века Европа до сих пор зависит от неурожая сельскохозяйственных культур. И, в общем-то, мы можем наблюдать, например, повышение, условно говоря, так называемая революция цен в Англии, которая произошла там где-то на рубеже 16-17 веков, потом увидим столетнюю стабилизацию. Да, то есть вот произошел определенный скачок, откат, скачок, откат. Стоп. Значит, вы перескакиваете сильно хронологически. 1848 год, просто чтобы не тратить время, это после промышленной революции, да? То есть когда, когда она ушла полным. Вот я же к этому отвожу, что это была не столько промышленная революция, а такой вяло текущая, но она заложила очень важную тенденцию, она начала сломлять саму тенденцию. То есть вопрос, где вот эти мальтузианские циклы до промышленной революции? Революция цен в связи с притоком золота и серебра из Нового Света. Причем тут мальтузианские циклы? Приплыв золота и серебра означает, что, опять-таки, у нас понижаются цены, это вызывает все те же процессы повышения рождаемости, повышения конкуренции, понижения цен и вот так по кругу. То есть, мне кажется, одно другому не противоречит. Я просто не вижу доказательств мальтузианского цикла, потому что те же революции в новое время, они не идут до вот этой весны народов, они не идут кустами. Война за независимость Нидерландов – это отдельно, дальше 30-летняя война отдельно, заканчивается 30-летняя война, начинается революция в Англии. Опять же, война за независимость Португалии, она тоже там вызвана больше 30-летней войной, чем какими-то циклами. Заканчивается все вот это битвой на реке Бойн, там начинается Сегодарское восстание в рамках войны за испанское наследство. То есть как-то циклов не прослеживается. Все это распределено каким-то, размазано каким-то таким более-менее толстым слоем с комочками в виде 30-летней войны. Как мы определяем циклы? Мы можем определить циклы по росту населения, верно, и по росту цен. Мы можем определить эти циклы. Это показатели. Условно говоря, там продуктивность сельского хозяйства. Можем посмотреть, когда она повышается, когда она стагнирует. Цены, когда они понижаются, когда повышаются. И то же самое с народонаселением. Да. То есть вполне объективные цифры, которые позволяют нам судить о определенной цикличности. Хорошо. И когда, по вашему мнению, конец цикла очередного, начала следующего до промышленной революции? Последний цикл, он был, условно говоря, с 17 века по 19. В 17 у нас растет народонаселение, причем что в Китае, что в Британии. В 18 веке наступает определенная стагнация, затишье, и потом в 19 снова рост. И вот это уже рост, который не прерывается до сих пор. Хорошо, то есть смена где-то 17 век, да, то время, когда все плохо, или когда? Это нижняя точка цикла. Нет, смена выхода из мальтузианской ловушки.
происходит уже в Я середине пытаюсь 19 века. понять, была ли в Европе мальтузианская ловушка. По-моему, ее не было в принципе. Европа без нее развивалась, ну, как минимум, со времен Рима. И я пытаюсь понять, где вот эта вот смена стадий. То есть ситуация, когда все стало плохо, началось уменьшение рождаемости, и потом из этого родилось будущее процветание. Нижняя точка мальтузианского цикла, где, по-вашему, до промышленной революции? Нижняя точка до промышленной революции, условно говоря, была Угу. в конце 17 века. Ну, если мы не считаем, конечно, стагнацию определенную 18-го, в течение всего века. Хорошо, конец 17 века. То есть Варфоломеевская ночь, ну ладно, Варфоломеевская ночь это основной, это, как говорится, самый яркий пример. Религиозные войны это все задолго до этого пика, да, пика того, что все плохо. Дальше Почему? Религиозные войны 30-летняя тоже у нас как война. раз 17 век. О чем вы? Простите, пожалуйста. Шмаркадернская лига, в которая еще Лютером вдохновлена и который увидел ее начало. То есть, собственно, религиозные войны в Священной Римской империи. Религиозные Нет, войны это во само собой. Франции. Они начались, да, практически сразу после реформации, но в течение всего 17 века они продолжаются. Так 16-17 век по интенсивности они отличаются не сильно. Самый пик их 30-летняя война. То есть такое количество смертей, которое было, такое ожесточение, которое было в 30-летнюю войну в конце 17 века, оно не снилось. Да, там были активные войны, да, там и война Аугсбургской лиги, да, там и война за испанское наследство, но это уже война в кружевах. Это уже совсем не тот уровень насилия, который был в 30-летнюю войну, когда война должна кормить войну. Да и поясняю зрителям, когда официально, вот на официальном уровне, нам нечем платить наемникам, нам нечем снабжать армию, поэтому давайте армии разрешим грабить население для того, чтобы они, во-первых, взяли себе пропитание сами и все, что им необходимо, а во-вторых, еще и себя наградили и не требовали жалования. Вот эта 30-летняя война, это не конец 17 века, это первая половина 17 века. И именно в 30-летнюю войну население Германии сократилось так, как в процентном соотношении, как во Вторую мировую не сократилось. Понятное дело, что людей было просто меньше на земле. То есть при этом конец мальтузианского цикла почему-то на конец 17 века. При этом обращаю внимание на то, что конец 17-го, начало 18 века это просто пик малого ледникового периода. Да, то есть уменьшение урожайности и рождаемости связано элементарно с этим, но пик циклы политической активности, да, в Китае они подвержены мальтузианскому циклу. В конце цикла происходят восстания, войны, смена династии, условно, хотя на самом деле империи. В Европе ничего подобного. Европа не подвержена мальтузианским циклом в политическом плане еще до промышленной революции. То, что там рождаемость сокращается, увеличивается, это да, это связано с климатом. Аграрные общества в любом случае подвержены климатическим влияниям, не вопрос. Но политические процессы происходят, по-моему, независимо от мальтузианских циклов в Европе задолго до промышленной революции. Смотрите, да, я хотел сказать, вы вот сейчас сузили, да, политические процессы. Я лишь указал на цикличность. То, что она может быть вызвана голодом, то, что она может быть вызвана малым ледниковым периодом и так далее, вот этим всем похолоданием, это само собой. Просто сам факт, что мы наблюдаем определенную цикличность в народонаселении. Она то увеличивается, то спадает в традиционных обществах, по большому счету, да, до модерных. И только с промышленной революцией эта тенденция слабливается. Вот мой тезис. Но мне кажется, мы слишком как-то излишне много времени на это потратили. Я тогда... Да. Значит, время, конечно, да, это важно. Я понимаю, что самое главное, чтобы мы выяснили основной тезис, да, уважаемые зрители, если мы уходим в слишком большие дебри, то вы об этом, пожалуйста, пишите. Но мы должны сейчас выяснить главное. Да? Насколько я понял ваш тезис, уникальное явление, которое сделало Европу последующим гегемоном, оно только начало промышленной революции. Да? До начала промышленной революции ничего подобного не было. Нет, наоборот.
научная, точнее, промышленная, да, вы имели в виду? Угу. Да-да, промышленная революция. Промышленная революция, это, скажем так, толчок. Да, но потому что часто, да, условно говоря, можно прочитать или услышать, что вот промышленная революция вот началась, и тут же началось улучшение уровня жизни Европы. На самом деле мы наблюдаем это улучшение уровня жизни только к середине 19, а по некоторым показателям там и к концу 19 века окончательно отрывается Европа. То есть это такой размазанный процесс по 19 веку, начало которому положила промышленная революция. А вот что послужило причиной промышленной революции, это отдельный интересный вопрос. И опять-таки, я хотел сказать, что здесь есть причина, есть скажем так, истоки, предусловия, пресуппозиция определенная. Вот здесь, должен сказать, вот в этом, собственно, наше несогласие. Почему я так много времени уделяю мальтузианским циклам? Да, потому что, на мой взгляд, промышленная революция – это самое яркое проявление уникальности Европы, но уникальность началась задолго до этого. Да, так же, как ученый делает великие открытия, да, и с этого времени он мировая знаменитость, а дальше он развивается дальше и становится еще более серьезным ученым. Ну, там, Эйнштейн открыл свою теорию относительности физики, уточните, какой из вариантов, кажется, их там две специальные, общие, и потом улучшал свои знания, свои компетенции и стал одним из создателей там, ядерной бомбы. Но уникальность его началась до открытия, да, с того, как он получал образование, с тех мыслей, Да. которые у него были до этого открытия. И так далее, и так далее. То есть так и Европа. Европа, почему я начинаю со Средневековья? Я пытаюсь показать, что хотя на уровне жизни это действительно не отражалось, современникам это было сложно понять. Но еще в конце Средневековья Европа уже шла по своему особому пути, который в итоге привел к промышленной революции, но который уже тогда отличался. И в частности, вот если в Китае этот мальтузианский цикл определял все, да, определял ту же самую политическую сферу, определял экономическую сферу, то в Европе этот мальтузианский цикл имел достаточно ограниченное действие и не определял жизнь региона как таковой. Вот в чем. Ну, пока, мне кажется, я не увидел каких-то значительных кардинальных изменений, которые вы пытались показать, которые бы свидетельствовали о каком-то особом пути Европы. Это первый момент. И позвольте сразу откомментировать второй сразу. Вот мне кажется, вот почему нам стоило чуть больше, возможно, времени потратить вначале на методологию. Вот смотрите, да, вы говорите об уникальности, но автоматически ли означает уникальность успех или гегемонию, да? А мы хотим с вами, как заявлено в названии эфира, именно понять, почему именно Европа стала гегемоном, то есть с какого момента это начинается, да, и что этому предшествует, да, почему так складывается. Соответственно, уникальность сама по себе, да, условно говоря, каждая цивилизация или культура уникальна, но не каждая уникальная цивилизация смогла породить вот то экономическое чудо, явление, да, которое создала Европа. То есть сама по себе уникальность, она еще не может свидетельствовать или быть причиной, да, того, что кто-то преуспевает, а кто-то нет. Мне кажется, вот это еще важно. Абсолютно То есть мы согласен. говорим о чем? Угу. Да-да, как с человеком. То есть уникальность человека может привести к великому открытию, а может в психбольницу на самом деле. И поэтому сама по себе уникальность, конечно, ни о чем не говорит, но в какую сторону она, ну, то есть какие черты делают ее уникальными, по-моему, именно эти черты и заложили будущую промышленную революцию, хотя, опять же, тогда этого не было видно. То есть, по-вашему, дух, как вы сказали, предпринимательства, да, и активная торговля? Сочетание трех факторов. Европа как мир экономика, ну, это не только сама по себе торговля, это частная инициатива, да, отсутствие оглядки на государство, значит, и, господи, как же я сформулировал-то третий тезис? Да, сам уже забыл. Сочетание вот этих вот трех тезисов сбили с мысли. Ни один из них не был, сам, конечно, сбился, я вас не обвиняю ни в коем случае. Сочетание вот этих вот всех трех факторов, просто мы спорили о двух,
позволило Европе стать уникальной и прежде всего стать уникальной Англии. Да, Европа большая, хотя не такая большая, как Да. Азия. А вот Англия была уникальна даже по сравнению с остальной Европой. Да? Она была уникальна даже по сравнению с остальной Европой. Там почти не было крепостного права. Большая часть крестьян крепостными никогда не была. И там предпринимательство было гораздо более широко распространено. Им еще в Средневековье занимались не только купцы, но и дворяне. Почему парламент одобрил Столетнюю войну? Это еще задолго до конца 15 века, это середина 14-го, даже первая половина 14 века. Потому что там были споры династические, там были споры за земли короля, парламент все это мало интересовал. Французский король запретил своим землям торговать с Англией, то есть в том числе Фландрии. И английским дворянам стало некуда сбывать ту шерсть, которую они стригли со своих овец. Да, при полностью аграрном обществе это не особенно было бы заметно. Для Англии это стало существенно, и парламент дал королю денег на это. Но вот черты уникальности, которые сформировались задолго до, а тут еще и произошла в конце 15 века Столетняя война. Столетняя война, чем она интересна? Тем, что она выбила знать. То есть большая часть древних родов, большая часть рыцарских родов перестала существовать, в принципе, физически исчезла. А отсюда появилось много новых родов, которые свою древность доказать не могли, но положение в обществе заняли высокое. И поэтому, если в Европе существовало понятие дворянин, для этого нужно было продемонстрировать древность рода, геральдические какие-то основания для этого должны быть, то в Англии появилось понятие джентльмен, то есть тот, кто живет как джентльмен. Это предполагало, конечно, праздный образ жизни, бедняк так действовать не мог, и плюс манеры, да, воспитанность. Однако джентльменом мог стать тот, чья семья разбогатела, там буквально в предыдущем поколении. Человек разбогател, дал хорошее образование своим сыновьям. Все они джентльмены. Дочери леди. Все нормально. Насколько она леди, зависит больше от отца, хотя от ее манер тоже. Вот он сыновьям дал хорошее образование, дал им в наследство. И это позволило богатеть не только купцам, но те, кто определял жизнь государства, это вот высшее сословие, хотя не самые аристократы, но высшее сословие, уже ориентировалось не только и не столько на войну, сколько на зарабатывание денег. Вот это, по-моему, сформировало нужное мировоззрение в Англии, которое и именно в Англии, а не в других европейских государствах, которое в итоге привело к промышленной революции. Вот в этом еще конец. Следующий. Да, но Столетняя война закончилась у нас в 15 веке. Правильно? Так, все, говорю Чингисхан, думаю Лермонтов. Война алой и белой розы. Столетняя война, конечно, такое количество людей не повыбила. Повыбила знать война алой и белой розы. Хорошо. Когда аристократия друг друга уничтожала целенаправленно. Угу. Да, на самом деле это не принципиально для моей, скажем так, для моего комментария. Он состоит в том, что хорошо, то есть у нас появляются уже в Средневековье, в эту эпоху закладываются вот эти основы, почему промышленная революция тогда же и не происходит. Если это являются ее необходимыми, достаточными, скажем так, причинами, она происходит, почему она происходит только через столетия? Потому что это не все причины. То есть черты складываются постепенно. И я обращу внимание, что первый этап индустриализации, первый этап промышленной революции, то есть развитие мануфактур, да, широкое распространение мануфактур, оно происходит в Англии уже в 16 веке. Первые мануфактуры появляются в конце 15-го, в 16-м они уже широко распространяются, и распространяется это все, то есть ладно бы количество мануфактур. Жизнь страны подчиняется существованию вот этих мануфактур, потому что большая часть хозяйств
тех же джентри, начинает поставлять сырье для этих мануфактур, а именно выращивать овец, потому что мануфактуры текстильные. Да, объясняю зрителям, мануфактура – это прообраз фабрики, но с ручным трудом. Там уже есть разделение на мельчайшие операции, каждый человек делает что-то одно простое, только еще без конвейера, но исключительно ручным трудом. И это позволяет сделать все, что делается и в промышленности, то есть нужен рабочий класс, который, в отличие от ремесленников, не имеет большой компетенции, соответственно, труд его относительно дешевый. Хозяин, который занимается прежде всего предпринимательством, да, где добыть деньги, где сбыть товар, где добыть сырье, в сам производственный процесс, но он его может знать, но ему не обязательно быть погруженным во все это. И вот это начинается уже в XVI веке. Другое дело, что нет еще технических изобретений, которые заменяют ручной труд машинным, но вот это вот развитие капитализма начинается уже тогда. Еще раз, мануфактур много, жизнь остальной страны подчинена тому, чтобы обслуживать эту промышленность. Начинается огораживание. То есть людей сгоняют, крестьян сгоняют со своей земли, чтобы вместо их полей сделать пастбища. Без первого этапа, я не хочу углубляться в термины, промышленная это революция, не промышленная революция, хотя слышал, что это, скажем, уже первый этап промышленной революции. Не буду оспаривать подобный тезис, но вот такая индустриализация страны уже налицо, она налицо именно в Англии, соответственно, благодаря тем факторам, которые складываются вот с конца 15 века. Повторю, что промышленная революция, прообраз, скажем так, очень близкое явление к промышленной революции происходило в Китае в XI веке, не вывело это его в лидеры. Также у них была мощная мануфактурная сеть, да, во многом они строили и более мощные верфи, корабли, и там чуть ли не у каждого среднего китайца дома вообще была своя мини такая ткацкий станок, почему они не переходили впоследствии на такой механизированной, абсолютно механизированной фабрики, им это было не нужно, не повысило бы их эффективности. То есть, мне кажется, тоже это, конечно, существенный фактор, но, как по мне, не является он решающим, как и огораживание. Тут единственное, что уточню, по-моему, вы сказали, сгоняли со своих земель, но в Англии тогда же существует у нас, так сказать, да, с точки зрения законодательства вида земель, это фригольд и копигольд. Чем они отличаются? Тем, что вот копигольд, с которого как раз-таки изгоняли крестьян, это была арендуемая земля. Вот, соответственно, их не лишали как бы своей земли, укрупняли хозяйство, что, в общем-то, в дальнейшем повысило их эффективность. Ну и, в общем-то, и в Германии, во-первых, ограждение вот это 15 века явления, и в Германии тоже было очень много бродячих бедняков, но как-то тоже в Германии-то не обусловило запрос, да, на фабрики, рабочих, которые бы могли идти на фабрики. Даже на момент 1850 года в промышленности было задействовано только 50% населения Британии. Что уж говорить про начало промышленной революции. Ну, скажем, огораживание заложило основы будущего рабочего класса. Понятное дело, что далеко не все стали рабочими, именно поэтому заложило ли? нищих. А заложило ли, если он не формировался следующие 300 лет? Ну, никак не мог сформироваться. Почему же 300? Смотрите, почему же 300 лет? То есть он сформировался сразу, те рабочие, которые работали на мануфактурах. Он вначале поглощал не так много людей, как в последующем 18 веке, но явление уже есть, вопрос в цифрах. Есть явление промышленных рабочих, ну пусть это не промышленность в полном смысле слова, пусть это мануфактура. Есть явление предпринимателей, опять же, которые кардинально отличаются от средневековых и ремесленников, и купцов. И начинаются явления уже экономической жизни, но это не только в Англии, но они начинаются всюду. Акционерные общества, всякие там акции, займы, облигации, банковская жизнь. Вот это все формируется там, с 16 века в полный рост. Или как-то не так вы видите? Хорошо, в полный рост в 16 веке. И тем не менее, скажем так, эффект взрыва это достигает только в конце 18-го. Возникает вопрос, а почему не раньше, собственно? То есть мы, мне кажется, ходим немножко вокруг да около, да, то есть мы не можем никак сформулировать или выйти на вот этот трек,
чтобы вычленить какое-то событие, которое послужило искрой, условно говоря, да, или создало именно вот те условия, которые позволили именно в конце XVIII века случиться промышленной революции, хотя предусловия, как вы показываете, существовали и до этого. Но почему же оно тогда, скажем так, не сыграло, а сыграло чуть позже? Должен какой-то запускной механизм запуска. Мы идем по хронологическому принципу. Извините, здесь мой немножко модераторский произвол. Мы идем по хронологическому принципу. Потому что мы уже, по-моему, достаточно скакали с весны народов на реформацию, условно говоря, то есть с 19 века на начало 16-го. Чтобы окончательно не запутать зрителей, предлагаю рассматривать это все скажем, понемножечку. Насчет искры. А была ли вообще какая-то искра? Но сейчас мы хронологически дойдем, и вы изложите, что, по вашему мнению, было искрой. По-моему, искры не было вообще. То есть складывались факторы. Ну вот как при приготовлении пирога, нужно добавить одно, нужно добавить другое. Почему пирог не получается сразу? Ну потому что еще не все добавили, не замесили, там не поставили в духовку и так далее. То есть не хватает какого-то ключевого, условно говоря, ингредиента, да, без которого пирог не будет пирогом. Почему же он ключевой? То есть если поставить в духовку его без яиц, добавленных в тесто, то получится, исправьте меня, по-моему, маца. Ну или что-то в этом роде. В любом случае получится не пирог. Если не добавить туда начинки, не получится чего-то другого. То есть я же не сказал, что в 16 веке сформировались уже все факторы. Мы добавляем по одному, и по нескольку. Вот. Еще добавилось, еще добавилось, еще добавилось. Да, и в какой-то момент, смотрите, добавляется какой-то фактор, который переламывает всю игру, который является именно поэтому, скажем так, достаточным и необходимым. То есть все предыдущие факторы складывались, но вот сумма их до определенного момента не приводила к тому, чтобы произошла промышленная революция. И добавляется, наконец, какой-то последний фактор, вишенка на торте, который и, условно говоря, дает этому процессу сбыться. И у вас другое представление. Ну вот именно это вишенка. То есть без всех предыдущих факторов этот фактор ничего бы не дал. Да, конечно. Так, хорошо. Значит, я предлагаю разобрать вот эти вот разные факторы. Итак, мы видим, что уже сформировались основные законы экономики, да, уже есть предпринимательство. Это предпринимательство уже занимается промышленным фактически производством. Ну, единственное, что без машинного труда на ручном труде. Есть уже само явление будущих фабричных, тогда еще мануфактурных рабочих. То есть, чего нам не хватает для общей картины мира? Для общей картины нам не хватает, собственно, промышленных станков, да, то есть машинного производства, правильно? В том числе, или да, чего-то упустил. Как минимум. Еще не хватает, по-моему, свободы предпринимательства, то есть политических свобод. А вот они появляются в результате революции 16 политических, в том числе, которые обозначают потом экономические свободы. То есть, свобода предпринимательства не могла бы закрепиться, если бы не было политических свобод, которые не позволяют королю, условно, эту свободу предпринимательства взять и забрать. То есть, что делает правитель, которому не хватало? Да, обращаться к парламенту, безусловно, но мне кажется, как раз-таки причиной и трамплином для политических свобод всегда являлись экономические. Да? Прежде всего, это ваша защищенность частной собственности. Как только она обеспечена, только тогда вы можете ощущать себя личностью, уважаемой и так далее, требовать каких-то других прав. Но все начинается с неприкосновенности частной собственности, или, по крайней мере, какой-то гарантии. В общем-то, чем средневековая Англия, да, все время занимается. Короли пытаются повысить налоги. Почему же этот ключевой вопрос? Да? Они не могут в каком-то своем сумасбродном порядке повышать налоги, потому что это затрагивает право собственности, из которых уже вырастает, кстати говоря, городским культурам, да, которые я вначале отсылал. Там же то же самое, то есть формируется класс торговцев. Торговцев невозможно себе представить, если у них нет чего-то своего. Правильно? Соответственно, права собственности тут являются необходимым фундаментом, в принципе, для развития торговли и в дальнейшем. То есть они формируют центры города, и уже внутри этих городов выбивают себе политические и гражданские права. Но все начинается с экономических, с их экономической определенной независимости от феодала, от короля.
Хорошо, а разве торговцы выбили вот эти вот экономические и политические свободы? А кто, по-вашему? Ну, городское население. Дворяне. Дворяне, мне кажется, английская революция сделана М, дворянами. И тот же Не, она-то Кромвель, сделана он дворянами, дворянин. В она-то сделана парламенте дворянами, заседали в но есть основном же дворяне. запрос со стороны... Мгм. Да, договорите, пожалуйста. Отстает немножко звук, видимо. Да, значит, но есть же запрос, да, со стороны все-таки городской элиты. То есть им нужна какая-то защита, король их не защищает, соответственно, они обращаются к местным аристократам, да, взамен на то, что они не трогают, скажем так, их собственность, взамен они находятся под их защитой, городское население. Впервые в городах и Ну, учреждаются хорошо. все эти появляются политические свободы, независимые суды, да, то есть они должны судиться по-своему, у них своя там налоговая база отдельная. Нет, хорошая концепция в вакууме, но в реальности, насколько я себе представляю, было абсолютно по-другому. Насчет судов, это ж мы берем еще реформу Генриха II, который создал суд присяжных. Так почему он создал этот самый суд присяжных? Чтобы уменьшить возможность дворян закрепощать крестьян. Зачем ему нужно, чтобы крестьян не закрепощали? Потому что он воссоздал крестьянское ополчение. То есть причина не экономическая, причина военно-политическая. Но это конкретно для суда. Или, по-вашему, у суда присяжных там были еще экономические основания? Суд присяжных – это, в принципе, результат того, что граждане в целом имеют право отстаивать свои права на суде, а первейшее право, за которое судятся все граждане, это всегда распри насчет собственности. Соответственно, в основном-то в суд приходят именно за этим. Приходили. Ну, за этим приходили еще с англосаксонских времен. То есть первые Да. судебные грамоты, дай бог памяти, да. Да, но однако суда присяжных не появляется. Появился он именно когда Генриху II потребовалось защитить свое ополчение, нововоссозданное. Кстати говоря, как вы оцениваете, раз уж мы заговорили о судах, прецедентное право в Англии? Сыграло ли оно какую-то важную институциональную роль в ее дальнейшем успехе? Я Есть у вас на не это повод вижу, сомнений? как оно могло сыграть. Я не вижу, как оно могло сыграть какую-то роль. Но на самом деле вот в эту сторону я не думал. И если у вас есть по этому поводу мысли, то поделитесь, пожалуйста. Ну, мне кажется, как минимум в двух моментах, пожалуй, оно положительно сыграло для политической ситуации Англии. Во-первых, это сам факт того, что судьи не назначаются королем, да, то есть у нас сразу формируется независимая ветка власти. По-моему, кто-то из Тюдоров все-таки пытался назначать, сам ставить судей, но, в общем, долго это не продержалось. В основном-то судьи были выборными, там, не назначались напрямую королем. Но, во-вторых, это, конечно, само понятие суда присяжных, когда, да, условно говоря, простые люди присутствуют, то есть это все совершается публично, не за закрытыми дверьми, и юристы, адвокаты должны именно аргументами убеждать этих присяжных в том, что тот или иной человек виновен или не виновен. То есть, мне кажется, это тоже заложило важную такую публичность, институт публичности благодаря прецедентному праву. Я не вижу просто связи суда присяжных и выборности судей с прецедентным правом. Вот в чем здесь связь? Скажем так, это уже как это институционализировано. Но прецедентное То есть, право в целом, как оно действует. То есть то, что суд присяжных, то, что независимость судей, то, что вообще вся вот эта английская судебная система, она сыграла огромную роль в свободе предпринимательства. Да, свободу предпринимательства заложила основу промышленной революции. С этим я спорить не собираюсь. Абсолютно такой понятный и очевидный тезис. Прецедентное право тут при чем? То есть какая разница, они судят по прецеденту или по той книге законов, условно говоря, которая лежит там у них перед носом на столе. Ну, потому что, мне кажется, книга законов дает меньше, скажем так, пространства для маневра.
А на основе прецедента, да, вы вынуждены каждый раз, условно говоря, опираясь, конечно, на какой-то предыдущий опыт, но тем не менее в каждой конкретной ситуации, отдельно разбирая дело, предоставлять убедительные доказательства в пользу того, почему, да, именно, условно говоря, этот прецедент должен перевесить, а не этот. Или почему это, в принципе, создает новый прецедент. То есть здесь очень важна такая аргументативность именно в судебном разбирательстве, а не просто оперирование буквами. Здесь нужно будет еще подумать отдельно, потому что вот такое прецедентное право развилось в Риме. И там, ну как прецедент, то есть опора на решение каких-то, на аргументы каких-то выдающихся юристов. Это привело просто, ну в Риме конкретно, к затягиванию судебных процессов очень большому, потому что стороны искали аргументацию вот в трудах великих юристов прошлого. Во-первых, к затягиванию, во-вторых, к тому, что суд становился все более и более профессиональным, простой человек просто не мог удержать в голове все вот это обилие информации. В Англии произошло не так. Но здесь нужно все-таки отдельно размышлять, не думать в эту сторону. Если можно, мы это отложим до следующего эфира. Я вижу, что вторая серия нам нужна. Мы уже в эфире около часа, а мы еще в 17 веке только. Но предлагаю все-таки 17 век обговорить, с 17 веком закончить. В 16-17 веках, почему в 16-17? Потому что в разных странах в разное время, в Англии это конкретно 17 век, в результате английской революции, стали закладываться основы для того, чтобы потом короли не прервали вот эту вот промышленную революцию. Как я вижу эту ситуацию? В Англии попытался установиться абсолютизм. Яков I, Карл I. Карл I наиболее активно проводил эту политику, распустив парламент. Ну, фактически он его распустил на 11 лет, но, скорее всего, распуская, он его вообще не собирался больше никогда собирать. Потому что во Франции тоже, в общем-то, налоги одобрялись генеральными штатами, тем не менее генеральные штаты не собирались с Людовика XIV, причем не с конца его правления, до самой Великой Французской революции. То есть попытался все это сделать, и почему ему противодействовали? Мне кажется, тут имущественные интересы были на 10-м месте. На 1-м месте политика религиозная, так получилось. Потому что еще до этого, да, еще до революции, дело о корабельных деньгах, так называемых, да, то есть, объясняю зрителям, группа дворян отказалась платить новый налог. Значит, что за налог? Раньше берега защищались ополчением, условно говоря, кораблей, то есть каждый прибрежный город выставлял корабли для защиты. Однако 17 век потребовал отдельных кораблей, которые с самого начала используются как военные и только как военные, с пушечными палубами. Такие корабли нужно было строить не разрозненно, а на централизованных верфях. Поэтому король вместо ополчения сказал: вы мне вместо того, чтобы корабли выставлять, вы мне давайте деньги. А я на эти деньги буду строить корабли. То есть, с одной стороны, кажется, что это имущественные интересы, но главное, в чем там было дело, это в том, что его обвиняли в прокатолических симпатиях. А Англия была страна в основном протестантская. В том, что не хотели давать в руки именно вот такому королю финансовое оружие, которому не доверяли. Почему началась, собственно, английская революция? Потому что королю потребовались деньги, он собрал парламент. Парламент вместо того, чтобы дать ему денег, потребовал от него прав. Обращаю внимание, что это права, возможно, Денис сейчас со мной будет спорить, но я вначале свой тезис выскажу, что эти права, прежде всего, не экономические. Вот эта петиция о корнях и ветвях, это прежде всего права политические. И почему они были высказаны? Именно потому, что была религиозная распря. Почему я делаю такой вывод? Во-первых, потому что, извините, в последующей революции наиболее активное участие приняли именно протестанты, и чем более радикальные, тем более радикальные они борцы с королевским режимом. Ну, собственно, Кромвель самый эталонный пример, и его отряд железнобоких,
имел такие успехи именно из-за дисциплины. Дисциплина была основана именно на религиозных идеях. Кромвель набирал своих единоверцев туда, в этот отряд. То есть это после такого решения парламента, но и до решения парламента главная причина недовольства королем – это религиозная. Почему королю потребовались деньги, и он вынужден был собирать парламент? Потому что он проиграл епископские войны в Шотландии. То есть он проиграл дважды. Одну войну и другую. Почему начались эти епископские войны? Потому что в протестантской Шотландии, которая еле-еле мирилась даже с англиканством, он попытался в местном англиканстве ввести епископов. Это восприняли вообще как католическую черту, и против него поднялись все, даже тот же маркиз Монтрос, который потом будет воевать за короля, во время епископских войн воевал против него. То есть, мне кажется, главная причина вот этой вот революции, да и нидерландской тоже, но нас интересует прежде всего английская, что промышленная революция была в Англии, она прежде всего религиозная. Дальше именно религиозный фактор заставил ограничить права короля, чтобы подобного потом не повторилось. Вот этот биль о правах в конце 80-х годов 17 века, он был вызван прежде всего таким опасением. Да, у нас сейчас король протестант, Вильгельм Оранский, но в следующий раз может быть король только формально протестант, было с Карлом I, симпатизирующий на самом деле католикам. Вот чтобы он не смог ничего с нами сделать в религиозном плане противного, да, мы ограничим его власть. И опять же доказательство тому, что это прежде всего религиозное ограничение, был запрет католикам в принципе. Вот если ходишь на мессу, значит ты не заседаешь в парламенте. В том числе в Палате лордов этот запрет продержался до 19 века. То есть причина прежде всего в религиозных войнах. Это не экономическая борьба, это такой хвост религиозной борьбы, а подспудно, как побочное явление, как кислород в процессе фотосинтеза, образовалась свобода, в том числе экономическая, которая потом стимулировала промышленную революцию. Я не буду с вами спорить, это не противоречит моему тезису, просто к этому времени экономические свободы в Англии уже были достаточно гарантированы и защищены, чтобы начать требовать политические. Политические продолжения экономических, вот и все. Не то, что такая была какая-то экономическая борьба. Хотя, безусловно, парламент... Да-да. Какие экономические свободы были гарантированы до революции? То есть мы точку бифуркации переносим раньше, да? Права собственности, не единожды подтвержденные королем, парламенту. В общем, да, парламент постоянно их из него выбивал. То есть невозможность вводить новые налоги, да, без согласования с парламентом, это уже определенное сдерживание. Чего, например, не было в Испании и Франции. Там, в общем-то, парламент и не утвердился. Хорошо, но мы тогда возвращаемся к 13 веку, да, с 17 в 13. Я все-таки вижу, что те гарантии, которые были до революции, Да, я думаю, что все-таки к 13 веку можно не отскакивать. Кажется, почему же вот эти вот гарантии позволили Карлу I распустить парламент и вводить те же самые корабельные деньги без разрешения парламента. Все-таки дело о корабельных деньгах, оно включало 5 подсудимых, а не 5 тысяч. То есть большинство все-таки этот налог платили. Зато когда король принуждал выдавать насильно лордам ему займы, тогда 75 из них арестовали. Еще, естественно, больше было непокорных. Пытался додавить. Но многие выступали против. Вот, например, тот же, скажем так, вы упомянули корабельный налог, и там же было показательное дело, да, как раз таки был Джон Гэмптон, вполне состоятельный джентльмен, годовой доход которого оценивался примерно в 1500 фунтов, а корабельный налог составлял 20 шиллингов, и он демонстративно отказался его платить. И вот, кстати говоря, именно с этим, это был Карл I, который назначил судей, которые его, собственно, и засудили. И в дальнейшем уже после того, как Карл сбежал, его как раз и освободили. Нет, хорошо, но их было
там по пальцам одной руки пересчитать обвиняемых на этом процессе. То есть как-то не похоже на массовое сопротивление. Да, это были очень видные люди королевства, но тем не менее. Безусловно. И мы не можем сказать, То что есть эти права соблюдались. Конечно же, много было и реквизиций, вспомнить того же Генриха VIII, да, с его массовыми реквизициями церковных земель, и после революции 1688 года тоже, конечно, было очень много реквизит. И впоследствии, да, при реставрации монархии, тоже тех симпатиков Кромвеля, у них тоже отбирали деньги, точнее земли, мягко говоря, не всегда с компенсацией, безусловно. Мы не можем сказать, что все было идеально. То есть То есть окончательно, я понимаю, что процесс, я тоже согласен, что процесс складывания вот этой вот свободы, в том числе и неприкосновенности частной собственности, он начался задолго до революции, он начался еще там в Средневековье. Но скажем, финальные черты этой свободы деформировались в английской революции. Да, а английская революция – это, прежде всего, не экономический процесс, это процесс религиозно-политический. А побочным эффектом стали в том числе и экономические свободы. Вот в чем мой тезис. Хорошо, я думаю, можем двигаться дальше. Так, вопрос, стоит ли нам двигаться дальше. Потому что мы в эфире уже больше часа. Я благодарен тем зрителям, которые этот час с нами. И мы, по-моему, подходим к самому главному. Мы подходим к самому началу промышленной революции. Правда? Или, Денис, есть какие-то еще факторы до промышленной революции? Но мне кажется, мы два очень важных фактора не рассмотрели. Это реформация и научная революция. Так, а научная революция начинается когда? С Коперника, Галилея, Бекон, Декарт. То есть 16 век. Хорошо. То есть так же, как объясняют зрителям, так же, как с индустриализацией, это, так скажем, то ли воспринимать как два этапа, то ли воспринимать как основную научную революцию и их предшественников. Это вопрос терминологии. Мне кажется, что научная революция началась с конца 17 века, а вот это все предшественники, но можно сказать, что она началась из 16 века. Так, хорошо. Давайте начнем с реформации. По вашему мнению, какова роль реформации в будущей промышленной революции и вообще гегемонии Европы? Роль реформации состоит в том, что был брошен очевидным образом вызов религиозным авторитетам, что создало, скажем так, условия для дальнейшего, конечно же, были религиозные войны, да, но не во всей Европе, да, во-первых, у нас была, кажется, Пруссия, Дания и Англия, плюс-минус таких три точки, где пытались сохранить какой-то плюрализм и толерантность религиозную. Вот, и, соответственно, бросив вызов религиозной ортодоксии, это, скажем так, подстегнуло людей к критическому мышлению. Мы можем сказать, что изобретение печатного станка сыграло здесь тоже важную роль, то есть распространение грамотности. Безусловно, промышленная революция могла случиться только в том месте, где большинство людей умеет читать и писать, да, может создать чертеж, ознакомиться с ним, воспроизвести его в инструменте и так далее. То есть, поскольку промышленная революция, это все-таки, в чем ее еще уникальность, да, я хотел бы подчеркнуть в том, что впервые инновации, начавшись в одной какой-то области, начали распространяться по цепной реакции на все остальные. Да, то есть все начинается у нас с текстиля, условно говоря, металлургия, и потом это переходит и на транспорт, да, радикально меняет транспорт, радикально меняет инфраструктуру, у нас начинают строить с металла и стекол конструкции и так далее. То есть это такой каскадный процесс, запущенный в одной сфере. Соответственно, он не мог, конечно же, реализоваться, если бы большинство людей не было грамотными, минимально. Нет, про промышленную революцию, вернее, извините, про научную революцию, я думаю, в начале. Значит, а как реформация связана с печатным станковым повышением грамотности? Вот это расскажите, пожалуйста, зрителям. В том, что появляется благодаря ее как бы рупоры реформации, да,
основывают протестантизм. Основное отличие протестантизма от католицизма, да, состоит в том, что каждый человек, считается, что в протестантизме человек должен напрямую, без посредников в виде священников, епископов и так далее, иметь контакт с Богом. Чтобы иметь контакт с Богом, нужно ознакомиться, собственно, с текстом, который Он нам оставил. Соответственно, печатный станок направлен на то, чтобы распространять Библию, прежде всего, среди людей, в том числе на местных диалектах, да, чтобы каждый верующий мог с ней ознакомиться и сделать собственные выводы, а не как раньше в Средневековье ему все священник трактовал, то, что он смог понять по латыни и как он смог перевести это крестьянину. Теперь каждый получил возможность читать Библию непосредственно. То есть, по-вашему, Франция, где победило католичество, должна быть менее грамотной, чем Англия, где победила реформация? Не, вот тут вы меня принимаете, мне кажется, за Макса Вебера. Я не считаю, что протестантская этика как-то напрямую связана с успехом Европы. Конечно же, мы видим, что протестантские страны в 18 веке, точнее в 17 веке даже они отстают, а католические страны, там, скажем, Испания, Франция долгое время удерживают первенство. И, в общем-то, и научная революция, да, если мы так немножко на нее переходим, то вызов католицизму бросают как раз-таки три католика – Коперник, Галилей и Фрэнсис Бэкон. Ну, об этом мы сейчас поговорим. Поэтому тут я бы не сказал, что это прям решающий фактор. Я говорю, что это один из многих факторов. Нет, решающий, не решающий, но просто вы утверждаете, что связь именно такая. По-моему, она другая все-таки. Я согласен с тем, что реформация, да, я зря ее вначале не упомянул, это в этом смысле важный фактор, благодаря распространению грамотности. Но дело даже не в тезисах Лютера, а потом Кальвина. А дело в том, что появившийся незадолго до, ну как по историческим меркам, незадолго до этого печатный станок, стал средством пропаганды. Да, почему идеи гуситов не распространились по всей Европе? Почему они были только в Чехии? Потому что тогда не было печатного станка с разборным шрифтом. Были только вот эти вот доски, на которых вырезали всю страницу текста. Разборный шрифт появился чуть-чуть позже. К реформации он появился, и поэтому обе стороны стали максимально пропагандировать свои идеи вот через печатный станок. Через это, а дальше там через образование. То есть на школы реформации ответили и иезуиты, да, появление иезуитских коллегиумов и все подобные меры. То есть распространение грамотности – это следствие не столько религиозных идей, а оно действительно сыграло большую роль в распространении грамотности, сколько результат взаимной религиозной пропаганды. Вот, по-моему, так. Как бы то ни было, что научная революция, что реформация, да, прежде всего, главная их, мне кажется, роль в этом состояла в том, что они показали, что мир, то, как мир объясняли до этого, не обязательно является истинным. Да? Все началось вообще с географических открытий, тоже в этом смысле, мне кажется, важное событие, как-то мы так отдельно не обозначили, но в чем была их, скажем так, шок, да, в чем был их шок для тогдашнего населения Европы? Потому что они показали, что античные географы ошибались. От этого у нас есть беспрекословный авторитет Аристотеля, например. И, в принципе, да, считается, что никто лучше, точнее не описал природу, чем древние, да, чем древние греки и римляне. До какого-то момента это вообще доходило до столь абсурдных вещей, что, например, никто не пытался ни разу посчитать, сколько лапок у мухи. Вот как Аристотель написал, что их 6. Вот никто не перепроверил, там чуть ли не до, не помню, 13 или 14 века, что их 8 на самом деле. Вот как написано, так и должно быть. А тут оказывается, что античные географы ошибались, они не знали о существовании, на секундочку, целых 2 континентов. Затем у нас есть Визалий, да, который вскрывает трупы и который показывает, что греческие анатомы тоже ошибались, тоже были не вполне точные. Коперник показывает, что Птолемей и Аристотель ошибались. Там Тихо Браге, например, да, регистрирует сверхновую и, в принципе, там фиксирует, что кометы – это движущиеся объекты в космосе, а значит, небо не является неподвижным и совершенным, как считалось до этого. То есть вот этот каскад наблюдений и открытий, он как раз приводит к тому, что люди понимают, что нужно переосмыслять, да, старые схемы уже не годятся, нужно искать что-то новое. И вот на этот запрос отвечает Фрэнсис Бэкон, так, и Рене Декарт, которые провозглашают принципы эксперимента и рационализма, то есть эмпиризм и рационализм.
безусловно, опять-таки, без этих двух интеллектуальных направлений сложно также себе представить промышленную революцию, которая целиком покоится на изобретательстве. Да? Изобретать можно только если мы проводим много экспериментов и полагаемся на опыт в познании мира прежде всего, и в его трансформации в том числе. Ну, вот частично с вами согласен, частично нет. Да, Дмитрий Шум сомневается, неужели 8 действительно лапок у мухи? То есть не только в 16 веке сомневались. Мне тоже, Сам на не самом деле, биолог, кажется, но что суть в том, что их было не столько, сколько писал Аристотель. Поймаю, я вам скажу точно. Ну, тут можно набрать, собственно говоря, в Википедии и посмотреть, сколько там действительно лапок, или в каких-нибудь картинках. Но да, насчет тезиса, что стали сомневаться и стали вообще думать о том, как устроен мир именно в XVI веке, это я с вами полностью согласен. И спорили там, не было же четкого такого перехода с Птолемеевской теории на коперниканскую теорию. Спорили теории Коперника и Тихо Браги. И спорили довольно-таки долго. Ну, в общем-то, до Ньютона. Но вопрос, повлияло ли это так на промышленную революцию. То есть, хорошо, изобретательство, но, скажем так, изобретательство существовало и до Коперника, и до Галилея, и тот же порох. Безусловно. Замечательно совершенствовали, да. Безусловно. А в чем роль? Но именно в чем роль Коперника? Роль в том, что это в сочетании вызовом религиозным авторитетом создало, скажем так, творческую почву, особенно, скажем так, ну, чем отличается Академия наук, давайте так, Франции, да, и Королевское общество научное в Англии, в Британии. Принципиальное их отличие в том, что во Франции это удел немногих, да, это закрытая каста ученых, которые ни с кем не делятся своими открытиями, они, в общем-то, как теперешняя Академия наук, да, пишут работы, чтобы их читали их коллеги, и больше никто. Напротив, в Британии, в Королевском обществе, принято проводить публичные эксперименты, и вот поэтому я не зря сказал о вот этом институте публичности, да, который существует еще с такого институционального проявления прецедентного права. То есть у них существует целая традиция, особенно в шотландских университетах, к публичным опытам, да? То есть делиться своими открытиями, об этом каждый может прочитать, здесь сказывается, опять-таки, повальная грамотность, ну, повальная, но, по крайней мере, весьма распространенная, и более того, каждый человек, который мог сделать открытие в тогдашней Англии, изобрести какой-нибудь, например, новый инструмент или усовершенствовать его, он тут же зачислялся в члены этой королевского общества, чего, опять-таки, невозможно представить, скажем так, сословной академии наук во Франции. Ну, Ньютона, насколько я помню, далеко не сразу зачислили в королевское общество, то есть он свою теорию всемирного притяжения изложил, только потом его зачислили. Тут еще, да, смотрите, еще с Ньютоном здесь очень любопытный вопрос, потому что, например, в Европе, в континентальной Европе его не котировали, потому что там побеждает, скажем так, Рене Декарт. Рене Декарт больше упирает на рационализм, и там начинаются, скажем так, такое наматывание кругов вокруг математики, математических способов познания мира. А Британия, поскольку Бэкон их соотечественник, более того, он в одно время, по-моему, был генеральным канцлером, соответственно, он оказал на них больше влияния, Бэкон упирал именно на эмпиризм, что мы должны не рационально, прежде всего, да, осмыслять природу, додумывать на основе каких-то концепций, как было принято в Европе. В Британии же, наоборот, все строилось именно на опытах, что создавало вот эту вот, в том числе, конкурентную среду, потому что каждый, условно говоря, может, да, провести опыт, поделиться своим открытием, и это открытие будет услышано. И тут, на самом деле, я подхожу, как мне кажется, к самому важному, в том плане, что, собственно, к причине промышленной революции, как я ее понимаю, она состоит в том, что в Англии, в Британии именно в это время сложилась уникальная социальная конструкция, когда вот вы говорили, что до этого происходили тоже инновации, почему они не закреплялись? Они не закреплялись потому, что были разделены между собой 3 вот этих группы. Первая группа – изобретатели, вторая – предприниматели, которые могут это изобретение использовать и пустить в ход, да, и получать с него доход, и третье – это, собственно, академические ученые. Но здесь, в силу вот этих вот сложившихся условий в Англии, так получилось, что эти 3 группы получили сцепку. Да, то есть впервые во всей истории ученые
добывают знания, делятся с ними, какие-то люди на основе этого изобретают новые инструменты, ученые подхватывают это, и в то же время этим могут заинтересоваться предприниматели, которые активно приглашают к себе. Тот же Watt, например, да, вот это очень показательная фигура, изобретатель парового двигателя, точнее, тот, кто его усовершенствовал. Как раз-таки у него были сильные связи с шотландскими университетами, и среди промышленников у него были знакомые, и, в общем-то, в обществе, в королевском обществе его знали. Это как раз такая символическая фигура, которая показывает, что впервые во всей истории в конце XVIII веке эти три группы могут между собой обмениваться знаниями и, соответственно, сочинять как-то свои интересы. В конце 17-го вы имеете в виду, да? Нет, в конце 18-го, уже в середине, в конце 18-го, когда вот происходит промышленная революция. Ну, промышленную революцию вы начинаете с чего, с какого изобретения? С усовершенствования парового двигателя, прялка, Дженни, вот весь этот каскад изобретений. 18 века, если я правильно помню. Вот почему я и ухватился за конец. Почему же конец? То есть условия сформировались к началу 18 века, к середине это дало прялку Дженни и начало промышленной революции. Так ли я понимаю? Правильно ли я понимаю? Да. Да. Вот хронологически определились. Итак, ну, насколько я вижу, вот этот вывод, к которому вы пришли, я с ним согласен. Да. Сочетание этих групп дало, собственно, будущую промышленную революцию. Но мне все-таки кажется, что корни всего этого закладываются гораздо раньше, и поэтому нужно гораздо раньше было начать наш разговор, гораздо раньше поговорить о той уникальности Европы, которая привела к формированию вот этой ситуации. Но тут, наверное, сказывается моя привычка преподавателя, привычка репетитора, потому что именно этим я оправдываю то, что мы в Средневековье Европу рассматриваем гораздо больше, чем все остальные регионы, при том, что, собственно, в самом Средневековье это регион не самый важный и не ведущий. Однако он станет важным после, и нужно рассмотреть основы, почему вот к этому так пришло. Вы больше смотрите на результат, то есть на ту ситуацию, которая сложилась в середине 17-го, на рубеже 17-18 веков. То есть у нас с вами разный фокус, но смотрим мы на похожий процесс. Да. И, собственно, здесь еще хотел бы отметить, да, что вы сказали, сложилось такое условие, но, конечно же, были до этого какие-то предзаданные условия. Да, как раз таки именно этими предзаданными условиями мы можем, среди этих предзаданных условий, мы можем назвать определенную толерантность и плюрализм, который сложился к этому времени в Англии. До этого, как вы справедливо отметили, там бушевали религиозные войны, часто вставал вот этот вопрос религиозности. И, конечно же, промышленная революция не случилась бы, если бы люди не были уверены в том, что если они заводят какой-то, открывают свой новый бизнес, его на следующий день же не отожмут. Соответственно, здесь играет важную роль защита частной собственности, которая сложилась в Англии достаточно рано, которая не без, конечно, особенностей, но, тем не менее, показывала лучшие результаты, чем в остальной Европе. С толерантностью я бы поспорил, потому что католиков на порог парламента не пускали. Насчет их бизнеса, может и возможен. Но, в общем, католикам там жилось хуже, чем всем остальным. В том-то и дело, что Европа-то устала от религиозных войн, они поняли, к чему это все ведет, к каким убийствам. А Англия полной ложкой это не хлебнула, как и остальные британские острова. Но вот что я предлагаю сделать. Мы в эфире уже 1,5 часа. Я благодарю всех зрителей, которые все это время с нами, и тех, кто посмотрел это в записи тоже. Мне кажется, мы подошли к самому важному рубежу, то есть следующее нужно рассматривать промышленную революцию. Правильно я понимаю, Денис? Вы считаете, мы ее сегодня недостаточно полно рассмотрели? Мне кажется, что мы же хотели говорить о восхождении Европы вплоть там до 19 века. Я предлагаю отложить все это на следующий эфир и считать, что вот это мы рассмотрели подготовку к промышленной революции, а следующий эфир начнем, собственно, с промышленной революции и посмотрим,
как все зарождалось и как промышленная революция стала причиной гегемонии Европы. Ну и про сами причины еще ее появления чуть-чуть поговорим. Предлагаю так, а сейчас предлагаю закругляться. Хорошо. Чтобы не сидели здесь до утра. Итак, спасибо Денису, спасибо всем, кто был с нами. Выражайте свое отношение к эфиру. Я надеюсь, что это будет лайк, потому что мы старались. Но если не понравилось, то что же делать, то дизлайк. Пишите комментарии, потому что мы высказали, тут понаговорили очень много чего. И я понимаю, что многие тезисы здесь спорные. И у меня прежде всего. Поэтому пишите в комментариях, это и нам будет интересно почитать, и алгоритмы YouTube тоже погреет. Не забывайте, конечно, про другие эфиры нашего медоедского клуба, ну и про сбор денег на ВСУ, который тоже будет в описании, потому что, собственно, без поддержки ВСУ не будем, скорее всего, мы тут сидеть в эфирах через некоторое время. Несите мед. Всем до свидания. Спасибо, Михаил, спасибо зрителям. До встречи.